В эти минуты две кареты скорой помощи в городе Санкт-Петербург подъехали к элитному дому на Невском проспекте, там, где проживает известнейшая певица Татьяна Буланова. Врачей встретили старший сын певицы и новая любовь Булановой, 33-летний Валерий Руднев. Через несколько минут врачи на носилках вынесли тело известной певицы. На записи видеокамер попали последние слова молодого человека к Тане Булановой: «Танечка, прости меня». Полгода назад Татьяна Буланова без памяти влюбилась в молодого человека, бизнесмена и бывшего теннисиста 33-летнего Валерия Руднева. Отношения были похожи на сказку. Татьяна просто сияла от счастья и щедро одаривала подарками своего возлюбленного. Поездка на Мальдивы, шикарное авто за 200 тысяч и новый ресторан в Санкт-Петербурге. Все было брошено к ногам Валерия. Певицу не смущала 20-летняя разница в возрасте, и она верила в настоящую любовь. Гром прогремел неделю назад, когда разразился скандал в ночном клубе Санкт-Петербурга. Валера решил поиграть чувствами Татьяны Булановой и прямо на ее глазах стал флиртовать со своей бывшей девушкой. Тогда все закончилось ссорой, но сегодняшнее событие привело к трагедии. Таня позволила своему молодому человеку жить в ее квартире, но Валерий не оправдал надежд. Буланова была в Москве, когда ей сообщили, что ее молодой человек вместе с незнакомой девушкой вошел в ее квартиру. «Эх, не везет Татьяне на мужиков», пишут подписчики в социальных сетях. Несмотря на обманчивую внешность, Татьяна Буланова обладает крутым нравом. Приехав в Санкт-Петербург, она немедленно вызвала полицию и сообщила, что злоумышленники забрались в ее квартиру. Девушку полицейские арестовали, а молодого человека отправили под домашний арест. Однако и для самой Татьяны все закончилось весьма печально. Стало известно, что Буланова, оставшись дома одна, попыталась совершить невозможное. На счастье, рядом оказался старший сын певицы. О состоянии здоровья Булановой информации не поступало.